Какие невероятные истории случались с вами, в которые очень трудно поверить? На моем канале есть несколько таких историй. Это о том, как я уехал из Германии, о медицине в Германии, о том, как я продавал квартиру. И под каждым этим видео многие люди писали мне, что этого не может быть, что я это все придумал. Мне кажется, у каждого человека есть такие истории, в которые очень тяжело поверить. У меня таких много историй. К примеру, во время ковида я учился в магистратуре. Это одно из моих высших образований по юриспруденции. И у меня должен был быть с утра госэкзамен. Так как это был ковид, то все было удаленно по веб-камере. Экзамен должен был быть с утра, и я не спал всю ночь. И именно в эту ночь, примерно в 3-4 часа ночи, у меня прорвало трубу. Сначала потихоньку капало, потом все больше и больше. Я поставлял ведра, я поставлял тазики, и мне было вообще не до сна и не до экзамена. Кое-как я дожил до экзамена, слава богу, экзамен был в 9 утра. И несмотря на то, что моя фамилия начинается на А, я думал, что я буду первым на экзамене. Я был третьим или четвертым. И вот подходит моя очередь. В этот момент у меня в туалете протекает труба, там постоянно нужно менять ведра. У меня именно в этот момент выключают свет. Слава богу, у меня был ноутбук, который питался от аккумуляторов, но интернет пропал, потому что мой интернет был Wi-Fi, он был от роутера, и, конечно, мой роутер выключился. И в этот момент я вообще не знал, что делать. Я быстро включаю свой мобильный интернет. Слава богу, у меня был заряжен телефон. Конечно, потом через мобильную связь я восстановил интернет. У меня спросили, где я был. Я сказал, что у меня выключили свет, и сейчас я нахожусь на мобильном интернете. И после этого я начал отвечать свой госэкзамен. Как вы понимаете, госэкзамен, он просто вот один раз в жизни, потом идет пересдача. Ну, короче, после этого начинаются проблемы. Или, к примеру, другая история. 1,5 года назад я покупал вот эту вот камеру специально снимать для Ютуба. И вот представьте, я ее купил, еду с магазина, мой путь пролегал через лес. Я ехал на самокате, тогда прошел дождик, было скользко, и я вместе с этой камерой на самокате вот так вот падаю. Я думал, что я эту камеру разбил в хлам, потому что сила падения была очень и очень большая. После того, как я упал, я думал, что с камерой уже все. Но у меня очень сильно начал болеть палец. Палец болел у меня примерно всю ночь. Я вообще до этого никогда в жизни ничего не ломал. И примерно в 5 утра я решил, что поеду в больницу. Так как это единственное заведение, так сказать, медицинское, которое принимает круглосуточно. Когда я приехал в больницу, у меня взяли мою медицинскую страховую карточку и сразу же отправили на рентген. Рентген показал, что у меня был перелом среднего пальца левой руки. Я был, конечно, в шоке, потому что я только-только купил камеру. А, кстати, с камерой ничего не случилось. Спас пенопласт, который был внутри упаковки. После того, как мне поставили диагноз о переломе пальца, я, конечно, очень сильно удивился. Я спросил, как долго он будет заживать. Мне сказали, что примерно 2 месяца. И эти 2 месяца я буду носить гипс. Ни о какой съемке, ни о каком YouTube-канале, об этих всех видео не могло быть и речи. Хотя до этого я готовился, я уже подготавливал тему, уже писал какой-то текст, что я буду говорить, и все как бы отодвинулось на 2 месяца. И только спустя 2 месяца я записал свое видео о замке. Кстати, если вы его не смотрели, посмотрите его. И с этого видео начался мой YouTube-канал. Я думаю, у каждого из вас есть такие истории, в которые тяжело поверить. Напишите, пожалуйста, в комментариях об этом. Очень интересно почитать. И, может быть, в будущем о ваших невероятных историях я сниму видео. Кстати, сзади меня это Гамбургская ратуша. Она очень красивая. Вообще, Гамбург невероятно красивый город. Это мой любимый город в Германии. И, кстати, по статистике, самое большое количество миллионеров находится именно в Гамбурге.
Я сейчас нахожусь на улице Сан-Франциско. Вот это вот сзади меня находится один из самых больших торговых центров Европы. Он открылся совсем недавно, буквально неделю-две назад, и он называется Westfield. Это совсем необычный торговый центр. Он состоит из множества торговых центров, и между вот такими зданиями натянут, так сказать, потолок. И вот эта вот вся область, все это пространство, все это место и называется торговым центром Westfield. С каждым днем Гамбург становится все краше и краше.